Селен. Селен подавляет ВИЧ в пробирке. Селен– это сильный антиоксидант, а при ВИЧ все антиоксиданты в организме снижены. У пациентов с ВИЧ почти всегда селен в организме снижен. Концентрация селена снижается по мере прогрессирования заболевания, то есть связь между развитием СПИДа и дефицитом селена. В некоторых исследованиях добавление селена уменьшало госпитализацию, заболеваемость диареей и поднимало иммунитет. Селен особенно важен при ВИЧ и других вирусах. В Африке районы, где в почве больше селена, там меньше заражений СПИДом и смертности от нее. Селен подавляет окисление и контролирует выработку цитокинов и подавляет скорость деления вируса и мутации генома вирусной РНК. Ну, конечно, там других механизмов много. И вот почитайте тоже вот здесь такое вот исследование на русском, очень тоже интересное. Вот это тоже исследование. Ну и советую все-таки покупать селенометанин или дрожжевую форму, а не синтетические. Ну и в исследованиях почти везде дозировка 200. Поэтому купите хороший селен обязательно. Спирулина. Исследование, проведенное в Африке, подтвердило, что спирулина улучшает иммунитет, увеличивает количество клеток CD4 и снижает вирусную нагрузку, повышает уровень гемоглобина, повышает уровни витаминов, минералов, белка в организме, особенно необходимо при анемии. Доза здесь была 10 грамм в сутки. В исследованиях на людях улучшались многие параметры, и это те, кто принимали противовирусную терапию, и те, кто не принимал. У них тоже улучшилось. В других исследованиях дозировка была уже 5 грамм, и тоже положительные результаты. Вот купите спирулину, очень тоже хорошая вещь, знаю по себе, насколько сильно она поднимает иммунитет. Цинк. Дефицит цинка имеют около 50% ВИЧ-инфицированных взрослых. В исследованиях взрослым давали добавки цинка 18 месяцев, и цинк снижал в 4 раза иммунологическую недостаточность, снизил диарею вдвое. Цинк задерживал прогрессирование ВИЧ и снижал риски инфекции, и без антиретровирусной терапии. Доза была 12 и 15. И большая доза вела к более быстрому прогрессированию ВИЧ, так что осторожно с дозировками. И лучший результат был с С-витамином и селеном. Цинк вообще особо хорошо работает вместе с А-витамином. Аргинин. Вот мы здесь видим, что как раз сейчас рассматривают, что сверхнормальные уровни аргинина вызывают широкую иммуностимуляцию. D-витамин. Вообще D-витамин часто понижен и у людей с ВИЧ, и без ВИЧ. Витамин очень важен для иммунной системы, необходим для выработки антимикробных пептидов, которые подавляют вирус. Играет важную роль в снижении тяжести инфекций и злокачественных новообразований. Также некоторые антивирусные препараты понижают уровни D-витамина в организме. Обязательно надо дополнять. Е-витамин. Опять та же история, что и с D-витамином. Антиретровирусные препараты понижают концентрацию Е-витамина в организме, а это опять вызывает более быстрое прогрессирование ВИЧ, учитывая иммуностимулирующее и антиоксидантное действие, конечно. Витамин Е покупайте только натуральный, синтетический опаснее, и на него не очень хорошие исследования. Витамин Е, конечно, обычно в исследованиях дает лучшие результаты в комплексе с другими антиоксидантами, такими как селен и витамин С. Они лучше снижают и окислительный стресс, и у пациентов с ВИЧ снижают вирусную нагрузку. Коллоидное серебро. Немножко расскажу про него. Вот тут вот написано, что убивает вирус ВИЧ-1, пытались презервативы замачивать и убивает. Но, конечно, на людях исследований я не нашла, их и не хотят делать.
Но не знаю, я, конечно, много читала отзывов других исследований, где, конечно, коллоидное серебро лечит все-таки инфекции, которые уже не поддаются, скажем, лечению антибиотикам. И я думаю, если, конечно, уже ситуация спит и безвыходная, то, конечно, можно попробовать, потому что все-таки оно как-никак работает как минерал, и оно поднимает иммунитет в организме. Я читала много таких положительных отзывов, когда люди и менингит лечили им. Так что не знаю, мне кажется, можно рассматривать. Вообще, конечно, если вы решили принимать различные добавки, попробовать, то, наверное, сначала наберите в гугле на английском название добавки и ваше лекарство. Потому что есть некоторые травы, которые взаимодействуют, скажем так, с некоторыми лекарствами от ВИЧ. Например, женьшень, эхиноцея, зверобой, даже добавки сильные чеснока, но не свежий чеснок. Чеснок, конечно, тоже рекомендую, он тоже хорошо при РНК-вирусах помогает. Ну, также расторопша. Она, например, снижает уровень индиновира. В другом исследовании расторопша не влияла на дарановир или тиновир. Если у вас проблемы с печенью, то, конечно, расторопша здесь необходима. Поможет снизить АСТ в крови. Оставлю ссылку на вот этот вот сайт. Это лаборатория, которая занимается и выпуском таких различных витаминов, добавок, и занимаются различными исследованиями. И, конечно, почитайте, что они рекомендуют все варианты лечения, которые возможны в медицине, здесь написано, и различные добавки, и различные варианты, что вообще найдено. Конечно, нужны витамины В. Они отвечают за иммунную функцию и выработку антител. Их недостаток также связан с прогрессированием заболеваний. И вот витамины В, например, у этой фирмы очень хорошие, одни из самых лучших, что я вообще нашла. Очень важны пробиотики. Они также повышают иммунитет. Много иммунных клеток именно в кишечнике. А кишечник – это слабое место у ВИЧ-инфицированных. И, конечно, нельзя забывать про другие антиоксиданты, такие как Q10, альфа-липоевая кислота, рыбий жир. И вообще остальные здесь найдете тоже, что вообще здесь рекомендуют и что найдено. И эти же добавки этой же фирмы можно купить на Хербе. Скидочку внизу вот я оставлю. Ацетилоцистин, он же НАК, или в аптеках продается под названием АЦЦ. Хоть мы и привыкли его думать, что это от кашля, но он, конечно, помогает при многих патологиях. Скажем так, новый подход в анти-ВИЧ-терапии. НАК поднимает уровень глутатиона, который является важным антиоксидантом, блокирует создание себе подобных копий ВИЧ, подавляет окислительный стресс и цитокиновый шторм. На поздних стадиях СПИДа поможет уменьшить вредное истощение. Обычно глутатион понижен у ВИЧ-инфицированных людей и связан с нарушением функции Т-клеток и нарушением выживания. И, наверное, все-таки вот его я тоже рекомендую купить на iHerb, потому что АЦЦ – это там маленькая дозировка, и, в принципе, на iHerb получится и дешевле, и качество получше. Витамин С. Сейчас идет много дискуссий на тему, что инфицированные клетки получают больше витамина С и глюкозы, чем их здоровые аналоги, что может способствовать их росту. Но в то же время высокий уровень С-витамина токсичен для ВИЧ-инфицированных клеток. Но проблема, чтобы поднять такой высокий уровень С-витамина, необходимо вливать его внутривенно. Так как, например, другие исследования уже говорят, что можно, если просто принимая аскорбат в дозе от 50 до 200 грамм в сутки в разное время, помог подавить симптомы заболевания и заметно снижал склонность к вторичным инфекциям. И споры по поводу пить или не пить, или внутривенно, идут до сих пор, конечно, но все-таки исследований, что принимать через рот, это тоже помогает.
И, насколько я помню из других исследований, у глюкозы и у С-витамина у них один транспортер. И зараженные клетки, которые хотят получить глюкозу, путают его и получают С-витамин и погибают. Так что, конечно, С-витамин его необходимо принимать, особенно в сочетании с другими антиоксидантами, такими как селен, Е-витамин, А-витамин. Вот Medical News Today в 2017 году писал, что найдено вещество патентинфлорин А из растения Юстиция гендураса намного эффективнее препарата азидотимидин. Вот здесь оно, видите.